Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Время неумолимо приближается к концу года, и, наверное, мы все невольно даже если и не хотим или чего-то глобального перед собой не ставим, то все равно подводим итоги и какие-то планы на будущее уже строим. Поэтому вот те самые итоги, это где-то еще и планетарно время, когда у нас заканчивается ретро-движение Юпитера и Урана в знаке Телец, своеобразное дежавю, хотим или нет, в какой-то прежней ситуации нас могут возвращать словно высшие силы. Вот давайте мы такой, ближе где-то к итогу или рассмотрим разные варианты развития событий, немножко изменим формат видео и спросим, события на пороге или события недели данной, как видят карты. Какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться? Спросим ваше внутреннее ощущение или настроение вот в связи с этим событием. Внешняя обстановка, что вокруг вас как будто. Что вам важно знать или для чего все это было нужно? Спросим, чего не избежать или неожиданности. И достанем такую карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения, может быть, и кто-то скрывает нарочито. Давайте мы узнаем, что будет помогать. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес на неделю. Посмотрим энергетику финансов. Что нам скажут про личную жизнь. Ну и в целом, как видят карты, совет от карт. Итак, первая карта — события на пороге. Чего это может касаться? Отшельника карта. Отшельник — это философ, который знает все, к которому обращаются за советом. Тот, который идет, кстати, своим путем. Он именно, несмотря на какие-то преграды, как будто отшельнику в принципе не очень интересно, что думают о нем остальные. По отшельнику есть такой момент, что хочется уединения. Правда, может быть, усталость накопилась, когда мне никого не слышать, не видеть не хочется. И такое тоже вполне вероятно. Для кого-то это может означать как перезагрузка перед тем, что было прежде, и теперь как будто моими планами, и они у меня отличаются. Мои дорогие овны, вы можете себя словно переосмыслить в каком плане. Вот раньше я действовал определенным образом, а вот теперь я прихожу к выводу, что вот я себе во многом вредил. И, правда, тут словно какая-то реорганизация самого себя у вас может как внутренняя перемена произойти. По этому аркану нет спешки вообще. По этому аркану мы хотим осуществить то, что для нас важно, то, что для нас в приоритете. И, как ни странно, эта карта, она не совсем про ваши энергии. Все же ваша карта — это император. Больше открытости, больше огня, больше напора. Здесь все противоположное. Здесь, наоборот, я где-то закрываюсь. Я не хочу лишнего общения, я не хочу лишних людей. Есть у меня мой план, и я хочу, чтобы он осуществился. Давайте мы посмотрим. Ваше внутреннее состояние, башня. И здесь, знаете как, видимо, может быть, ваши взгляды до этого времени, они были в каком-то одном ключе. Вы приходите к выводу, что нет, или обстановка поменялась, или какие-то события, обстоятельства тоже, и какой-то прежний стратегический план, к примеру, не работает. Это может быть, все-таки по башне у нас проходит обстоятельства непреодолимой силы, когда вокруг вас что-то меняется. Это может быть связано с внезапной информацией, и вам это придется принять во внимание и как-то переосмыслить. Ведь это где-то ваша внутренняя, по сути дела, трансформация. Это наше внутреннее ощущение или ваше настроение. Вот здесь может казаться, что у меня все валится из рук, и вы захотите, может быть, и от усталости уединиться или буквально не вкалывать до седьмого пота. Или обстоятельства, которые вынуждают вас принять то или иное решение. По карте башня есть всегда, может быть, отчасти для нас болезненное состояние, потому что мы планировали что-то по-другому. Но мы не заметили чего-то важного. Мы прежде были, словно в тисках каких-то наших, может быть, предубеждений или
в тисках собственных амбиций, но они были направлены не в ту сторону. Здесь как будто перезагрузка самих амбиций, ломка шаблона вот по этим двум картам и совершенно какой-то альтернативный путь. Вы для себя очень важное решение в целом, если подвести итог, на этой неделе будете принимать. Давайте мы посмотрим, какова же вокруг вас обстановка, потому что это больше внутренние ваши ощущения, планы, намерения. Пятерка кубков. Вы знаете, обстановка разочарования, правда, у кого-то это проигрывается через отношения, у кого-то ваша реорганизация в том, что вы для себя наметили, может быть, в вашей деятельности по работе. Пятерка кубков, это, в принципе, вам ничего не мешает. Если обстановку мы говорим, да она никак, в принципе, на вас словно не воздействует. Вот, может быть, это окружение мы имеем в виду. Тут даже наоборот, вас могут кто-то поддерживать или успокаивать, или видя, может быть, то, что действительно в вашей жизни был какой-то пункт, который в реальных событиях, вот как эта башня сказался со знаком минус, здесь именно сочувствие какое-то могут даже люди проявлять, но вам как будто и людей-то этих не хочется, и сочувствия вам не хочется. Хотя по себе обстановка сама, она вот лично для вас, мои дорогие овны, она никаким минусом не играет. Потому что по пятерке кубков, опять же, это наша какая-то хандра, разочарование, нехватка положительных эмоций вообще. Может быть и вокруг вас, мои дорогие, если мы говорим, конкретики-то ведь нет никакой, но может быть в том коллективе, например, где вы находитесь, есть сожаление. Может быть, если мы говорим даже про семью, да, или в паре, может быть, у вашего партнера какие-то не самые веселые пришли новости, и они напрямую вроде вас и не касаются, но общий фон какой-то создают такой, ну, не самый радужный, я бы сказала. Давайте мы спросим, для чего это было нужно. Семерка жезлов. По этой карте только идет один совет, когда мы не включаемся в какой-то вопрос, мы больше держим нейтралитет. Мы понимаем, что это кому-то нужно. Или для того, чтобы, для чего, если мы спрашиваем, для чего вот эта обстановка или вот эти события именно касаются вас, чтобы вы умели держать нейтралитет, научились держать паузу, хладнокровно смотреть на события, которые развиваются вокруг вас, или где-то хладнокровно реагировали на те новости, которые к вам приходят. Не включались в какой-то процесс, в какую-то работу. Сохраняли больше, повторюсь, нейтралитет. И это не значит, что если я услышал новость, я тут же перехожу к действию. Нет. Это значит, что я беру паузу для того, чтобы обдумать что-то. Вот как будто вам для этого какие-то известия, новости или какие-либо события, которые, может быть, случились прежде. Это здесь как переосмысление для кого-то из вас может означать. Давайте спросим, чего не избежать или неожиданности. Вот так, вот я теперь понимаю. Вот вообще нетипичная ваша энергия. И у нас выпадает карта Ля Папесса. Это та карта, если вы знаете, глава католической церкви – это Папа Римский, но история знает, когда почти 2,5 года была женщина Ля Папесса. Понятно, что это в аналах истории утаивается, и нету никаких портретов ни в Ватикане, ни, может быть, и есть какие-либо сведения, но они тоже за 7 печатями, хотя несколько вариантов даже фильм снят, по-моему, даже не один. И есть определенные как бы хроники, которые описывают, что да, она была на самом деле. В целом я не буду останавливаться очень подробно на этой карте. Единственное, все же скажу, что нужно признать то, что общепринято или то, что общедоступно. Оно с какими-то фактами, хотя бы даже возьмем отдельно страну Италию, ну, совершенно может быть противоположное мнение. Так вот, если мы говорим, такое было, да, и это скрывается, и здесь мы в неожиданностях, чего мы не избежим. Правда какая-то может открыться, или вот по этой правде, что словно ваша перезагрузка, может быть, и с вами, вот вас чего-то касается, какое-то известие или какая-то новость, и вам не хочется это обнародовать. Для кого-то из вас я себя как будто хочу сохранить в тайне, или есть в моей жизни, в моей судьбе какой-то пункт, и остальным знать не обязательно, причем даже вашим близким.
Эта карта мы на сегодня называем Верховная Жрица, но когда-то это итальянская колода, как бы прорисовка точнее идет итальянская в этой колоде Золотого Таро, Голден Таро. То есть это изначально вот именно так и называлась карта. Ведь Таро, это первые Таро были в Италии. И вот эта карта Верховная Жрица, мы знаем, это карта тайных знаний. Каким-то альтернативным и рациональным путем приходит информация, и она западает в душу. Вы понимаете, что есть действительно что-то в нашей жизни необъяснимое, и по этой карте, когда мы можем принять и верим в то, что неожиданности или то, что выпадает из разряда принятого, в нашей жизни тоже возможно. Вот здесь может быть любая метаморфоза в вашей жизни, и это мы как будто не избежим. Что-то очень важное у вас на повестке этой недели. Давайте мы спросим, что же скрыто? Много желаний. Для кого-то из вас, если мы говорим для Папеса, опять же, я возвращаюсь, и как она стала папой. Это была девушка, которая была сложена как подросток. И я опускаю там очень много теорий, особенно по части личной жизни, что там ей руководила любовь. И, ну, там масса, вы знаете, есть такие источники, где описывают прямо противоположные какие-то моменты и не самые красивые. То есть, ну, как кто мог, так и изощрялся в написании. Но на самом деле, по сути-то дела, ее не устраивало то, что традиционный взгляд на женщину, которая не могла самореализовываться. Понятно, что в те века, времена, а это было где-то порядка 850-870-е годы, женщина это дома, дети, и, в принципе-то, ни о какой карьере никто не помышлял, даже близко. А девушке как раз хотелось. Она была очень умная, интеллектуалка, знала несколько языков, умела владеть мечом. Она выпадала из общего представления о женщине, в принципе. И поэтому ей хотелось совершенно другого, а не только сидеть как хранительницей домашнего очага. Поэтому у нее были свои планы. Почему подробно говорю? Потому что семерка кубков – это карта планов. Это карта где-то нашей мечты. Не без иллюзий, безусловно. В других колодах карта иллюзорного успеха. Но здесь как будто вот плащаницу нам, да, показывают. И мы должны выбрать что-то одно. Мы в каком-то своем очень важном выборе не должны ошибиться. Вот такая какая-то задача. Что скрыто? Это вы скрываете много, может быть, своих намерений что-либо осуществить. Или вы проигрываете какую-то ситуацию, которая может развиваться совершенно разными путями. И тоже, вот как тот отшельник, пока я никому ничего не говорю. Давайте мы узнаем, что будет помогать. Когда идет восьмерка жезлов, это всегда новость, это скорость, это то известие, которое врывается в нашу жизнь. Значит, какая-то информация вам сама по себе будет помогать. Может быть, это будет касаться вашей работы или каких-то далеко идущих планов на переезд, такое тоже может проиграться, или еще какая-либо новость, информация, которая, может быть, вам поможет определиться с выбором. Давайте мы с вами посмотрим дела, работа, бизнес. Вот перейдем на конкретику, потому что есть какое-то разочарование. Разочарование именно из прошлого, десятка мечей. Как будто я скован по рукам и ногам, я не могу что-то осуществить. И вот это состояние, оно меня обездвижило с одной стороны. Может быть, это действительно где-то сопряжено с обстоятельствами непреодолимой силой. Вы словно двигались в одном каком-то направлении, и вы, может быть, даже были уверены в собственном успехе по какому-то конкретному вопросу. Но что-то вы не учли и не могли, скорее всего, мои дорогие овны, учесть, потому что по карте башня, как я уже сказала, это обстоятельства извне. И это ведь не свежая ситуация. Это вы словно обдумываете, анализируете какое-то прежнее событие, которое с вами уже случилось. Но почему-то вот такой глубокий анализ у вас на этой неделе происходит. Видимо, это вот как по карте Ля Папеса или Верховная Жрица. Вы понимаете, что если я буду, правда, продолжать в каком-то том же ключе или используя прежние методы, мне это не поможет. Я себя словно обнаружу или я себя обезоружу. Тогда всем будет все понятно, и мне начнут палки, например, в колеса вставлять. Почему нет? Такое тоже может быть. А тут точно надо, словно в тишине, принять какое-то важное решение и действовать
надеясь на самого себя. Это будет заведомо уже сильная позиция, потому что тогда никто не помешает вам что-то осуществить. Но приходит это осмысление через анализ как будто какого-то прошлого. Давайте посмотрим финансовая ситуация. Может быть, это касается, кстати, денег. Это семерка мечей. О чем нам тут говорят? Это карта хитрости. Конечно, называют ее, пусть не в этой колоде карт, карта вора. Ее вообще, в принципе, не видела нигде описания, чтобы было прописано, что семерка мечей – это карта вора. Но уже это устойчивое значение, и значит, это где-то проигрывалось у кого-то, и может быть не один раз. Это карта манипуляций, хитрости, мошенничества в отношении нас, поэтому понятно. Будем внимательны к кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам. С чем-то не просчитаться. Будет трижды очень правильно. По этой карте нами могут пытаться манипулировать, уговаривать на что-то. Но и нам самим как будто тоже следует отвечать тем же. Деньги как будто не тратим, деньги больше сберегаем, потому что какая-то ситуация может быть пойти как будто что-то не так. Или крупные покупки пока не делаем. По Меркурию, который ушел в ретро-движение с 13 декабря и пробудет до 2 января, ну, наверное, в плане трат самое необходимое. Будьте аккуратны. И в личной жизни король кубков. Для тех, кто в паре, и неважно, оформлены ваши отношения, вы уже семья или вы просто встречаетесь, тут будет, скорее всего, взаимоподдержка, взаимопонимание. Я не могу сказать, что это про новое знакомство какое-то нам на этой неделе говорят, увы, нет. Но для тех, у кого есть уже сложившиеся отношения, мои дорогие овны, у вас как будто будет тот человек, которому вы можете доверить вот все то, что вас волнует, беспокоит. Хотя у кого-то проиграется вот эта карта Ля Папесса, как любовный треугольник, и есть и отношения, о которых я не хочу афишировать, но, может быть, вот это какие-то обстоятельства, новости как раз приходят от того партнера, который у вас словно в тени, за кулисами, о котором никто не знает, и вам что-то с этим нужно делать. У кого-то и так проиграется. Но так или иначе, вы любимы. Вот те, кто в паре, вы любимы. И причем, вот я хотела сказать, есть тому, кому поплакаться можно в жилетку. Или тот, кто способен вас как и морально поддержать, так и по королю кубков, может быть, отчасти поддержать и материально. По кубковым картам двора именно по королю идет не только эмоциональное где-то восприятие или приятные сами по себе эмоции, радость какая-то, но еще идет материальное благополучие. Материальная составляющая, она всегда в этой карте присутствует. Недаром у нас кубок стоит словно на камнях, то есть есть какая-то материальная основа. За деньги можно не переживать. Поэтому даже если какая-то в прошлом, ну, допустим, не получили вовремя деньги, или, ну, есть еще какая-то ситуация не самая красивая, как будто можно не расстраиваться, потому что так или иначе, может быть, не в тех пропорциях, но деньги как будто будут нам, об этом говорит карта. Давайте карту совет. Вы знаете, у кого-то вот это переосмысление или вот такая перезагрузка, как собственных планов чистолюбивых, ваших каких-то направлений. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Это тот успех, который не на этой неделе, а который приходит к нам благодаря приложенным усилиям. Так вот, может быть, вот такой очень важный, переосмысляющий период вам необходим совершенно, чтобы как уметь держать равновесие или нейтралитет, если это необходимо. Не быть чересчур доверчивым, правда, мои дорогие овны. Может быть, уметь хранить молчание и о себе не рассказывать. Тут вот, правда, придется как будто превратиться в отшельника отчасти, доверяя как будто только самым близким людям. Посмотрите, все карты, они такие немножко разрозненные. Где-то есть сумбур. Ну, видимо, потому что у каждого своя ситуация. В целом ее не выложишь в какую-то логическую цепочку событий. Но как будто есть один только человек, который достоин доверия. И есть и позитивные новости, которые помогают какую-то ситуацию изменить, разрулить. И в последующем нам карта говорит, у тебя будет успех. Но, видимо, кардинально методы какие-то нужно пересмотреть, передумать на этой неделе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.